И привет, с вами Атлант. Еще раз, пройдемся, что у нас было. У нас было вот это накопление в окне повышенной волатильности. Именно этого накопления вот здесь цена пробилась. Пытались выйти вниз, не дали. Цена пробилась, вышли вверх. Раз. Далее у нас идет следующая большая вот эта структура. Да? У нас здесь тоже окно повышенной волатильности. И здесь у нас тоже в этом окне у нас тоже в начале пошел рост. Пришли к верхней грани. Дальше небольшой откат. И последние ворота, окно повышенной волатильности, последние ворота тоже, смотрите, да, это начало, точка, вот она прям, вот они ворота, их никто не поправлял, они как были здесь, так и остались. И в них пошел рост. Вот опять дело случая, хороший расчет получился. Здесь я писал видеообзор по вот этому моменту, тоже за... Если кому интересно, можете посмотреть и понять, о чем речь была. Поймете. Ну, тут варианты тоже были, что нас могут и вниз слить, и потом назад вернуть. Но пошел прям честный проход из окна. Пробили, сделали ретест и улетели. Была ранее обозначена цель, вот именно здесь по времени, но мы чуть раньше сюда пришли, то есть цель была в 21:30, я ожидал, а мы пришли в 19:45, буквально за сколько? 19 час, ну, почти 2 часа, да, на 2 часа ошибочка вышла. Цели все были, которые были цели ранее отмечены, все это дело забралось. Так, теперь у нас вот этот уровень, он психологическая отметка. Ниже шорт приоритет, выше лонг приоритет. Ну, пока пробились и очень сильно пробились. Прям очень хорошо. Так, старые цели, которые были отмечены. То есть цена у нас сюда пришла ровно в 61. Вот. Да, прям ровно 61% по Фибоначчи. Из старых еще замеров, да, которые делали, пришли сюда. 2,618. Тоже забрали. Здесь у нас тоже блок какой-то был. Еще, возможно, цена еще сюда придет. Так. Эти отвлекающие моменты я убираю туда-отсюда, чтобы они больше нас не отвлекали. Это теперь лишнее. Теперь следующие цели. У нас здесь 29,826 именно и 29,888, 885. Вот этот блок. Ожидаю теперь ход цены в него. Дальше посмотрим. Но опять же нужно, чтобы закрепилась цена и не пробивала красную трендовую. Ну, пробивать можно, но чтобы обратно возвращалась, не закреплялась и не уходила вниз. Естественно. Атлант нам подсказывал лонг, и в окне повышенной волатильности, большей структуры, да, вот этой. Мы когда пробивались, нам лонг подсказал, вышли наверх. То есть здесь можно было в безубыток уже эти позиции перевести. Дальше шорт, лонг, шорт. И на выходе опять, вот именно на выходе, здесь, где окошко пробивалось и трендовые пробивали, Атлант подсказывает лонг. Цена пробивается, закрепляется, делает ретест верхнего уровня и уходит в закат, да, вот в эту область. И опять делается сейчас накопление.
И, кстати, обратите внимание, здесь у нас пробой с очень хорошим большим объемом прошел. Объемы прям зашли. Давно их не было, да, и тут первый пошел. Посмотрим, как дальше сделают. Так, по Илону Маску и все вот эти моменты, которые там были, да, по книге, это 1,61%. А здесь, куда цена пришла, это именно по книге то, что было. Пост Илона Маска. И сейчас вот у него имя, он сменил на Болтс, где он, Гарри Болтс. Ну, тоже можно так момент посмотреть. Интересный. Гарри. Б как биткоин. 0 и как единичка, вот тут 1, да, ну, видите вот этот момент, как 1, 0, если развернуть как 10, ну и z как процент. Если тоже записать этот момент в виде, я здесь записал это, отметил в группу, в общую, скинул Bolts B10 и процент. Процент на Z даже видно, они схожи тоже такие моменты, как биткоин 10%. И вот с последнего твита, как раз это было 10 числа, и у нас 10 апреля, где вот 9 и пошло 10, да, у нас стоит рост 10, и вот весь 10 апреля. Берем самую нижнюю точку его, вот она у нас здесь, и делаем замер ровно 10%. И смотрим, куда у нас придет 10%, которые, я предполагаю, Маск пытается показать. И еще такой момент. Высота у нашего накопления должна прийти вот в эту область. Это 30 609. 30 609. То есть высота этого накопления. Но у нас это накопление, оно еще часть. У нас часть отдельная получилась. Рубин, да, этот алмаз, бриллиант, который так и не отработал. Делали выход вниз, потом вверх. Он так и не прогулялся. Его цели по алмазу были вот здесь. Вот 3 цели. Сейчас у нас пошел выход из вот этого накопления, да. Мы здесь выход сделали отработанный. Можно убирать. И большая структура. Выход в окне повышенной волатильности, четкий выход. Здесь тоже, если, кстати, рассматривать ближе, видно, как у нас вот они трендовые идут. Цена бьется, да, проходит, еще раз делает откат и пошла на вот этой свечой, и пошел разворот. И Атлант здесь тоже, когда здесь пробой был, и Атлант здесь подсказал, что будет истинный пробой. Дальше ретесты поехали. И эта структура здесь была прочерчена давным-давно. То есть еще когда вот этот пик появился. Все, кто в нашей группе, все, кто на графике с Атлантом, все видели эту структуру. Так, ладно, вернемся к нашим 10%. К нашему предположению от Илона Маска и 10%. Высота структуры у нас
цель, да, у нас где она еще раз? 30600. И давай замерять 10%. Ну вот. Так, где у нас постмаска? Вот отсюда. Господи. Вот она, это нижняя точка. 10%. Вот ровно. Смотрим на цену. Еще раз. Вылетела. Ну вот 10%. Получается, высота структуры нам должна показать, никто никому ничего не должен. То есть предположение, что высота структуры, вероятность ее выхода в район 30606, а 10%, которые, возможно, Маск пытался показать, возможно, это выход в 30 984. И у меня цель есть 31 тысяча, но у меня чуть выше получается, да, вот здесь вот 31, там 31 800 и выше, да, 31 200. Вот это 31 140, 200. Но основное это у нас вот этот рост. То есть основное у меня позиции на закрытие стоят вот в эту именно область 29 800. Часть позиции, опять же, часть, не все. Торгую я на бирже BinX. Изолированная маржа на стандартных фьючерсах. Это позволяет открывать каждую позицию по отдельности. Поэтому, если вы как трейдер торгуете, те, кто торгует, берут кросс-маржу или там на бессрочных фьючерсах торгуют, открывают одну позицию, она пошла в лонг, они туда еще доливают, потом она разворачивается, идет в шорт и зарабатывают минус, начинают тут доливать, чтобы их не выбило, еще заливают, пытаются усредняться, и в оконцовке все это печально заканчивается, большие плечи еще берут. В общем, лучше, если вы трейдер или учитесь, да, торговать, ждете накопления, пружина сжимается, и в конце заходит на формирование пружины, на формирование какого-то паттерна, берете, желательно брать снизу позиции, да, подбирать в лонг заранее и сверху шорт. Потом уже на выходе, конечно, будет намного легче, когда цена вместо того, чтобы там, вот как здесь, например, да, у меня вот шорт-позиция, у меня повыбивала, у меня по шорт-позициям, которые были здесь открыты, да, я там мог забрать здесь хороший плюс, но я часть закрыл, конечно, я забрал с них плюс. Но и здесь, когда цена развернулась, пошла наверх, у меня их выбило там в минус там 0,3%. Там такие позиции есть. Где-то там 3%, 5%. Мелочь. Вот. Но плюсы, которые лонг позиции, которые были открыты ранее, по ним уже показывает в данный момент плюсы. Я скидывал, да, вот 952%. Это ранее открытые сделки еще по 26 600. 871. Ну, это последнюю, которую я открывал. Ближайшая вот по 28 222 цена открытия. Это отложенный ордер стоял.
Так что вот так, да, Маск, конечно, красавчик. Я вот этот момент я не разбирал, не смотрел. Волки и овцы. Что Гарри Больц. Медиа напишет статью. Опять же, привлечение большого числа людей. Сейчас многие увидят. И многие... Это как манипуляция с толпой. И в этот момент как раз и идет как подсказка, да, этой системы, структуры, выход вот в эту область. Так, здесь тоже 3900. Господи, тут все в подсказках, да, что куда цели ранее просчитанные. Так, а если еще один момент, если тех же самых 10%, ну, посмотреть вот снизу, да, где у нас от начала импульса, где у нас вот здесь, да, пошло, те же самые 10%. 8, 9, смотрите, магия, 10. А это у нас уже 30 693. Возможно, Маск именно вот этот момент имеет в виду, эти самые 10%. Наш старый серьезный уровень, который мы вот здесь еще отмечали, это с бриллианта выход, да, был вот 3 точки, и вот верхняя 30693, а у нас 30713, вот эта часть. Давай-ка я... Далее выход из вот этого накопления и вот эти 10%. В общем, посмотрим, куда придет цена. Если она приходит сюда, тогда действительно, что Маск, он как бы и подсказал, и опять мы были правы. Ребята, кто здесь в позициях, вы часть сделок закроете, прибыль заберите, ну и, соответственно, часть в безубыток на продолжение движения. А далее неделя это закончится. Сейчас, если хороший выход будет наверх, неделя будет заканчиваться, и на каких-то из вот этих новостях посмотрим, что тут соберется, какая структура. И могут плавный разворот и сделать коррекционное движение. Вообще, ребят, очень сильно напрашивается коррекция. Сейчас. Коррекция прям очень сильно напрашивается. Здесь пошел, да, вот помните, я тоже видео где-то записывал, говорил, у нас будет выход сюда, и посмотрим, как новый день начнется. И новый день начался у нас хорошим ростом. Вот, пожалуйста, был пробой, переключение на новый, пробой, выход. Так. Просто вот этот вот рост у нас или отсюда нужно смотреть фибу 61%, да, могут здесь откатить. Или вообще весь рост последнего дно, которое было, да, опять растягивать уровень Фибоначчи, где верхушка будет, и смотреть, где 61,8%, то есть в район 20 тысяч можем приземлиться. Ну, коррекция, все ждут коррекцию, но биткоин любит удивлять без коррекционных движений.
давно уже не было хороших. Всем удачи, спасибо за внимание, пока-пока.